Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю. Неделя с 6 по 12 июля. Давайте посмотрим, что вас ожидает и какие карты вам, соответственно, выпадут в нашем недельном таро-прогнозе. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете также оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень признательна за такую вашу обратную связь. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, участвуйте в акции, которая проходит, соответственно, на моем YouTube-канале. Также условия описания этой акции есть в вкладке «Сообщество», а также в сообщении под этим видео, кому интересно. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у наших весов, у воздушного знака зодиака, весы, на неделе с 6 по 12 июля. Что вам готовит практически середина месяца июля. Да, какие события в вашей жизни будут особенно заметными на этой неделе. Итак, весы. Давайте посмотрим на весов. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, так тревожно немножечко, что есть здесь правосудие, башня, четверка мечей, которая здесь вот в такой триаде выпадает, но при этом хорошая карта также имеется. Это силы, это король кубков, какое-то воодушевление от тех сообщений, которые вы получаете. При этом и туз пентаклей также, да, которая есть в понедельник. Да, мы помним, что события могут быть немножечко смещены, потому что вы весы, людей много, все разные на самом деле, и даже весы, даже люди одного знака зодиака, у них не может все четко в день происходить. Но тем не менее основные моменты мы смотрим. И по тузу пентаклей можно говорить о том, что здесь речь может идти про какие-то крупные деньги. Возможно, по тузу пентаклей вы здесь настроены на независимость, на получение каких-то крупных денег, на то, чтобы получить, может быть, независимость или какую-то похвалу за то, что вы получили какие-то там, не знаю, выплаты, какие-то деньги, какую-то зарплату, да, может быть, вот в таком духе. То есть по тузу пентаклей какие-то вопросы, касающиеся вот этих вот денег и важного начинания, касающегося стабильности долгосрочной. Чего-то, что может иметь рост в дальнейшем, да, и он будет иметь какой-то материальный для вас вес по тузу пентаклей. Давайте посмотрим, что здесь еще есть, почему в понедельник у весов выпала эта карта, тут же император. Вы принимаете с вашей стороны какие-то важные решения, касающиеся финансов, денег, касающиеся важных начинаний, касаемо там каких-то вложений в предприятие какое-то или чего-то, что может дать в дальнейшем хороший рост. То есть вы здесь, акцент делается, да, на то, что вы управляете своей жизнью, планируете, и вы делаете эти ходы. Здесь император такой в виде с этой фигурой короля или королевы, короля, наверное, да, он держит эту фигуру шахматную, как будто просчитываете какие-то шаги, ходы, как поступить, что сделать, как играть, чтобы выиграть. Да, карта император. При этом карта четверка мечей, карта человека, который сделал паузу, остановился для того, чтобы делать дальнейшие шаги, дальнейшие ходы. То есть ему нужно передышку определенную здесь себе дать для того, чтобы сконцентрироваться, разобраться в себе, внутренних своих ощущениях, в том, что правильно, что нет, как вы хотите поступить. Да? То есть вы делаете какую-то паузу и по четверке мечей, находясь в таком состоянии успокоения и застоя. Для кого-то это, может быть, выглядит как отдых, делаете паузу в этот день, можете взять там отпуск какой-то однодневный, какой-то выходной. Ну вот вам нужна эта передышка, это пауза просто, да, она здесь необходима, какой-то отдых от вот этой суеты, отдых от смуты, которая вокруг вас происходила там в этот период времени.
Давайте посмотрим, почему четверка мечей, почему вы здесь занимаете такое положение. Здесь семерка кубков, здесь есть размышления о вариантах. Рассматривайте какие-то возможности, варианты, как лучше поступить, как лучше сделать, выбрать этот вариант или этот, какой приведет вас к успеху. Здесь очень много ухода в себя и такого глубинного взгляда на вещи, когда вы смотрите внутрь себя, вглубь себя и пытаетесь проанализировать ситуацию и прийти к максимально удачному, хорошему решению в этом вопросе. Да? То есть вы здесь рассматриваете эти возможности, но вы очень можете бояться ошибиться, как игра в наперстке. Боитесь, что вас кто-то обманет, и вы выберете не тот вариант, и он приведет вас к неудаче или проигрышу, потере денег. Это как вариант. Дальше карта правосудия, карта весов, карта ваша. Она показывает ваше желание достичь баланса и равновесия в каком-то вопросе, но при этом по правосудию действительно здесь может речь идти о каком-то выяснении отношений, о конфликте, знаете, как в суде, когда есть сторона, которая недовольна чем-то, да, и подает иск, и кто-то, кто пытается защищать себя здесь, в данном случае непонятно, кто есть вы, да, но может быть какое-то выяснение отношений, может быть просто даже какая-то бытовая ситуация, ссора, когда вы отстаиваете свою точку зрения, настаиваете на своем, пытаетесь быть очень честными, очень прямолинейными, правдивыми, и от других требуете того же, но и, между прочим, здесь может иметь место также и какая-то юридическая ситуация, непосредственно какие-то вопросы, связанные с документами, с подписанием бумаг, каких-то документов. Вы много об этом тоже можете здесь думать. Возможно, это касается работы. Да, если вы работаете с бумагами, здесь нужно подписывать что-то, нужно внимательно относиться к тому, что вы здесь подписываете, то есть внимательно читать документы. Итак, давайте посмотрим, что еще здесь, кроме всего прочего, на среду у весов. Тут же есть карта смерть, есть желание что-то завершить какой-то конфликт, завершить какую-то распрю, спор, несогласие, да, прийти к равновесию, к балансу. Есть надежда на то, что после этого успешного завершения будет как прояснение, свет, это звезда в конце туннеля, какой-то свет, да. По карте смерть, она здесь не просто смерть, а смерть и возрождение, что вы сможете как возродиться и начать что-то делать по-другому, иначе, да, вот, ну, как будто что-то трансформируется в вас, меняется в вас в этот период времени. Или в споре рождается истина и понимание, что нужно что-то завершить, от чего-то отказаться, потому что это вызывает много конфликтов, разногласий, или это не подходящий вам какой-то контракт, или не подходящие договоры, от него нужно отказаться, допустим. Поэтому карта смерть. Карта Скорпиона, кстати, у кого-то может быть общение с человеком знака Скорпион. Следующая карта сила, карта Льва и карта уверенности в своих силах. Весы, возможно, вы здесь больше получаете уверенности в своих возможностях и возможности с кем-то начать договариваться, уже действительно иметь на кого-то влияние, хорошее воздействие. По карте сила здесь это может иметься в виду. Но и у вас какой-то эмоциональный подъем больше имеется здесь в виду каких-то сокрушительных в вашей жизни событий. То есть вы как будто бы понимаете, что в этой ситуации, которая разрушительная, которая трансформирующая полностью, спорная ситуация, вы можете с ней справиться по карте сила, как будто можете на нее повлиять и можете из этой башни разрушительной вынести что-то хорошее для вас в конце концов, да, или каким-то образом в этой ситуации выиграть. Может быть, приходит прояснение и понимание, как лучше действовать, во что лучше направлять свои силы здесь. Следующая карта принцесса Пентаклей, вот она такая с Пентаклем, с денежкой, может быть, вы здесь либо как выступаете в роли этого пажа Пентаклей, который что-то кому-то отдает, либо получаете от кого-то деньги, даже не знаю. Но вот здесь готовность это сделать, готовность сделать этот шаг, готовность здесь поступить смело, готовность поступить решительно, потому что очень много вот этого чувства, как молодой энергии, решительности в действиях, и вместе с восьмеркой кубков отчаяние при этом, которое вы испытывали из-за произошедших событий, по восьмерке кубков здесь в чем-то вы разочарованы были, может быть, вы не уверены, стоит ли принимать от кого-то здесь вот этот пентакль или кому-то отдавать этот пентакль, да, то есть неуверенность, правильно ли вы поступаете, но при этом вы стараетесь поступать честно и благоразумно, и сталкиваетесь с тем, что и люди вокруг вас, они честно говорят то, что думают, то, что они чувствуют при этом. Карта башни, карта разрушений, каких-то, может быть,
осмысление ситуации с другой стороны, потому что здесь что-то озаряется этой молнией. То есть какие-то события серьезные, которые здесь происходят по башне, они могут разрушить старые установки, старые взгляды ваши или старый устой жизненный, который был уклад, и что-то кардинально поменять. И по башне вам, возможно, нужно быть готовым к таким переменам, чтобы они прошли максимально гладко и не так тяжело, возможно, или не так трагично, или не так с психологической точки зрения травмировали вас, да, вот эти значимые перемены. Но вот карта башни. Для кого-то это что-то может быть вообще очень простое, знаете, на уровне там что-то сломалось, вы думаете взамен там купить, там, не знаю, холодильник сломался, какой выбрать дальше, да, этот выкидываем, другой берем, подписываем там какой-то как документы, да, что покупаем его, там, я не знаю, оформляем какую-то гарантию и в таком духе. Да, то есть вообще ерунда какая-то может быть. А может быть что-то значимое, что-то очень такое вот серьезное по карте башня. То есть и вы принимаете решение, вы думаете, как в этой ситуации лучше действовать. Потому что есть башня, она вот как будто очень сильно могла повлиять на ваше эмоциональное состояние за это время. Но опять-таки по Солнцу вы здесь проясняете какие-то вопросы, связанные с этим сокрушительным событием. Что-то становится явно, понятно, ясно. Может быть, даже какие-то явные улучшения к концу недели, потому что солнышко, оно улучшает этот расклад и в любом случае как-то смягчает даже негативное влияние тех карт, которые здесь есть. И по карте Король Кубков, который является водным знаком зодиака здесь, и в целом говорит о такой вашей эмоциональной открытости, готовности проявлять эмпатию к другим людям или каким-то парным отношениям для вас важным, то есть там к вашим близким, к вашим любимым людям, там не знаю, с кем вы в отношениях находитесь, в парных. Вы готовы по Королю Кубков говорить о своих чувствах, быть очень любезными, обходительными, внимательными, да, то есть вот стараться налаживать, гармонизировать отношения после вот тех сокрушительных карт, которые есть, башня, смерть, да, какая-то серьезная трансформация, вы здесь стараетесь выровнять эту ситуацию к концу недели, то есть воскресенье. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на неделю для весов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.